Я всех приветствую на канале Clear Astrology. 12 августа нас ожидает мощное солнечное затмение в знаке Льва на 20 градусе. Это событие открывает новый шестимесячный цикл, связанный с самовыражением, творчеством, лидерством, любовью, смелостью. В астрологической традиции затмение считается моментом завершения одного жизненного этапа и начала нового цикла. В этом видео мы разберем главные темы и энергии затмения, какие перемены могут начаться в ближайшие месяцы, что важно завершить, а чему дать начало, рекомендации, как использовать энергию затмения. Солнечное затмение часто становится поворотными моментами судьбы. Главные темы и энергии солнечного затмения 12 августа. Лев– это знак сердца, творческого самовыражения, лидерства, достоинства и внутреннего света. Поэтому символически это затмение приглашает каждого из нас задать себе важный вопрос. Живу ли я своей жизнью или играю роль, которую от меня ожидают другие? Главная тема затмения– возвращение к своему истинному «я». Это время, когда многие могут почувствовать желание перестать скрывать свои таланты, выйти из тени и заявить о себе миру. И еще одна важная энергия затмения– это смелость. Лев не боится быть замеченным. Он учит доверять своему сердцу, творить, вдохновлять других и брать ответственность за собственную жизнь. Для кого-то это может стать временем смены профессии, запуска собственного проекта, выхода в публичное пространство или начала нового этапа в отношениях. Однако затмение может высветить и теневые качества льва. Это стремление постоять, искать признание, зависимость от чужой оценки, желание контролировать ситуацию или потребность любой ценой быть в центре внимания. Если подобные темы проявляются в вашей жизни, это не наказание, а возможность осознать и изменить их. Затмение напоминает, что настоящая сила рождается не из желания доказать свою значимость, а из глубокого уважения к самому себе. Когда человек знает свою ценность, ему больше не нужно искать постоянного одобрения окружающих. Это благоприятное время, чтобы честно посмотреть на свои мечты и спросить себя, что приносит мне радость, где я подавляю свою индивидуальность, что я давно хочу создать, но боюсь начать. Какая версия меня готова родиться сейчас, именно сейчас? Именно такие вопросы могут стать ключом к возможностям, которые символически открывают это солнечное затмение. Какие перемены могут начаться в ближайшие месяцы? Солнечное затмение традиционно считается началом нового цикла. В астрологической практике считается, что его символическое влияние может постепенно раскрываться в течение 6 месяцев, иногда и дольше. Важно помнить, что перемены далеко не всегда происходят сразу после затмения. Иногда сначала меняется ваше внутреннее состояние, появляются новые идеи, желания или понимание того, что прежний этап жизни завершился, и лишь затем начинают происходить внешние события. И поскольку события происходят в знаке Льва, многие перемены могут быть связаны с темами личности, творчества, любви, детей, лидерства и самореализации. Для кого-то наступит время заявить о себе. Может появиться желание открыть собственное дело, начать вести блог, выйти на новую должность, реализовать какой-то проект, который долго откладывался. У других перемены могут коснуться личной жизни. Это может быть начало новых отношений. Затмения часто помогают увидеть правду там, где раньше ее было сложно заметить. Для многих этот период станет временем раскрытия талантов. Возможно, вы вспомните о своем давнем увлечении, найдете новое вдохновение и, наконец, позволите себе заниматься тем, что действительно приносит радость. Также не исключены изменения и в отношениях с детьми или вопросы, связанные с семьей и воспитанием, потому что лев символически связан с темой продолжения рода и передачи своего опыта. Также жизнь может предложить ситуации, которые помогут укрепить вашу самооценку, научиться отстаивать свои границы
Но важно помнить, затмения не заставляют события происходить. В астрологической традиции они рассматриваются как символические периоды, которые некоторые темы могут стать особенно актуальными. Поэтому в ближайшие месяцы стоит внимательно наблюдать за тем, какие двери начинают открываться. Иногда именно небольшое решение в период затмения становится началом больших перемен. Что важно завершить, а чему дать начало? Каждое солнечное затмение символически связано не только с новыми возможностями, но и с необходимостью освободить место для них. Новое редко приходит туда, где мы продолжаем держаться за прошлое. Если говорить о затмении в знаке Льва, то прежде всего стоит завершать те внутренние истории, которые мешают вам проявлять себя свободно и уверенно. Возможно, пришло время отпустить страх быть собой. Многие годами скрывают свои таланты, боятся осуждения и откладывают мечты, ожидая идеального момента. Но солнечное затмение во Льве напоминает, идеального времени может не быть. Иногда самый важный шаг — просто позволить себе начать. Также полезно оставить в прошлом привычку жить ради одобрения окружающих. Это хороший момент завершать проекты, которые давно потеряли смысл. Прекратить отношения или сотрудничество, которые истощали ваши силы. Отказаться от ролей, в которых вы больше не чувствуете себя настоящими. Не менее важно отпустить внутреннюю критику. Очень часто именно она становится главным препятствием на пути к успеху. Пока мы пытаемся сделать все идеально, жизнь проходит мимо. Энергия Льва предлагает заменить стремление к совершенству, готовность действовать. К чему же стоит дать начало? Прежде всего, новому отношению к себе. Начните больше доверия своим талантам, своему опыту и своей интуиции. Позвольте себе быть заметными, говорить о своих достижениях без чувства вины и принимать заслуженное признание. Это благоприятное время для творческих проектов, для развития личного бренда, публичных выступлений, для обучения, занятий искусством или любого дела, в которое вы вкладываете свою душу. Если вы давно мечтали изменить свою жизнь, именно сейчас можно сделать первый шаг. Иногда достаточно одного решения, одного разговора или одного действия, чтобы запустить цепочку событий. И главное — начинать жизнь в соответствии со своим сердцем. Именно этому символически учит знак Льва. Рекомендации, как использовать энергию затмения себе во благо. Каждое солнечное затмение — это возможность остановиться, прислушаться к себе, осознанно выбрать направление своего дальнейшего пути. В астрологической традиции считается, что наиболее гармонична энергия затмения раскрывается тогда, когда мы не пытаемся бороться с переменами, а сотрудничаем с ними. Первое, что важно в этот период — прислушаться к своему сердцу. Лев — знак, который напоминает нам, самые правильные решения рождаются не из страха, а из любви к себе и своей жизни. Второе. Не спешите принимать решения под влиянием сильных эмоций. Во время затмений многие люди могут чувствовать внутреннее напряжение, эмоциональные всплески или ощущение неопределенности. Если ситуация позволяет, дайте себе несколько дней, чтобы эмоции улеглись, успокоились, и только потом принимайте важные решения. Третье. Проявляйте свои таланты. Энергия Льва благоприятствует творчеству, самовыражению и лидерству. Начните проект, о котором давно мечтали. Поделитесь своими знаниями, выступите публично и сделайте первый шаг к реализации идеи. Даже небольшое действие может стать началом большого пути. Четвертая рекомендация. Уделите внимание своему внутреннему ребенку. Вспомните, что приносило вам радость в детстве. Позвольте себе играть, творить, смеяться и заниматься тем, что наполняет вас вдохновением. Именно через радость Лев раскрывает свою силу. Также полезно провести небольшую практику намерения. Запишите в дневники ответы на вопросы. Каким человеком я хочу стать в ближайшие полгода? Какие качества я хочу раскрыть в себе?
Что я готов или готова отпустить? Какие возможности я готов или готова принять в свою жизнь? Пусть эти ответы станут вашим внутренним ориентиром на новый цикл. Не менее важно заботиться о своем теле и эмоциональном состоянии. Достаточный отдых, прогулки на природе, медитация, дыхательные практики и ограничение информационного шума помогут легче пройти период, связанный с затмениями. И помните главное, никакое затмение не определяет вашу судьбу. В астрологии оно рассматривается как символический момент, который может подсветить новые возможности и важные темы. Но именно ваши решения, ваши действия и ваши отношения к происходящему формируют будущее. Интересно отметить, что похожее солнечное затмение уже происходило 11 августа 2018 года в знаке Льва. Сейчас, спустя несколько лет, мы снова встречаемся с похожей символической энергией, энергией сердца, творчества и поиска своего истинного пути. В астрологии считается, что каждое похожее затмение возвращается в один и тот же знак. Они могут поднимать похожие жизненные темы, но уже на другом уровне развития. Можно спросить себя, что происходило в моей жизни летом 2018 года. Какие решения я принимала? Какие мечты появлялись тогда? Что начало развиваться? Что завершилось? Какая часть моей личности хотела проявиться? Затмение 2018 года могло символически запустить процессы, связанные с поиском своего места, раскрытие талантов, изменение отношения к себе и желание быть более заметным в мире. Для многих людей этот период мог стать временем, когда они начали новый творческий путь, изменили профессиональное направление, пересмотрели свои отношения с любовью, признанием и личной ценностью. Теперь, когда новое затмение снова активирует знак Льва, мы можем увидеть продолжение тех сюжетов. То, что было посеяно в 2018 году, может получить новый импульс. Старые идеи могут вернуться, но уже в более зрелой форме. Возможности, которые тогда казались невозможными, сегодня могут открыться с другой стороны. Это хорошее время задать себе вопрос: какая мечта из прошлого все еще живет внутри меня? Возможно, пришло время вернуть себе ту часть себя, которую вы когда-то отложили ради безопасности, ожиданий других людей или привычного образа жизни. Затмение напоминает нам, наш внутренний свет не исчез. Иногда ему просто нужно время, чтобы снова проявляться. Посмотрите назад в август 2018 года. Возможно, там находится ключ к пониманию новой главы, которая открывается сейчас. Интересно посмотреть на более длительную историю. Похожее солнечное затмение в знаке Льва происходило 11 августа 1999 года, а затем 11 августа 2018 года. И теперь мы снова встречаемся с солнечным затмением во Льве. Это не значит, что событие повторяется буквально, но может возвращаться похожий внутренний вопрос. Кто я? Что я хочу создать? Как я могу проявлять свой настоящий свет? Затмение 11 августа 1999 года произошло в период больших мировых перемен. Это был конец XX века, время перехода в новую эпоху, когда многие люди чувствовали ожидание будущего и глобальных изменений. Для многих людей этот период стал временем важных жизненных выборов, изменения направления и поиска своего места. Спустя 19 лет снова произошло затмение во Льве, и для многих это был период переоценки своих целей, творчества. Возможно, тогда проявлялись идеи, которые требовали развития. В 2018 год это возвращение темы совыражения, а 2026 год это новый уровень проявления. Можно посмотреть назад. Вы можете спросить себя, что происходило в вашей жизни в 1999 году, что изменилось в 2018 году, какие темы повторяются сейчас. Иногда повторяющиеся символические циклы помогают увидеть длинную линию развития,
То, что когда-то было только мечтой или первым импульсом, может сегодня получить зрелую форму. Это затмение может напоминать нам: не бойтесь занимать свое место, не уменьшайте себя ради чужого удобства. Энергия льва– это энергия сердца. Возможно, новый цикл предлагает нам завершить историю, которая началась много лет назад. И, наконец, позволить себе раскрыть ту часть личности, которая долго ждала своего времени. 1999, 2018, 2026. Три точки одного символического пути. Прошлое, опыт и новая возможность проявить себя по-новому. Если вы хотите узнать, как это солнечное затмение может символически проявиться именно для вашего знака, я подготовила отдельное видео с прогнозами на август для каждого знака. И в этом видео я разбираю, какие жизненные темы может активировать это затмение именно для вас. Вы можете найти видео для своего знака на канале. Посмотрите его, чтобы глубже понять, какие энергии августа могут быть важны именно для вашего пути. Не забудьте подписываться на канал, поставьте лайк и написать в комментариях, какой знак вы смотрите. Мне будет интересно узнать, какие темы затмения откликаются вам больше всего. До встречи в следующем видео, и пусть этот новый цикл принесет вам больше вдохновения, уверенности и света.